Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамыл. Не так-то просто выполнять коррекцию на работу другого мастера. Одни даже за нее не берутся, полностью снимают наращенные ногти и моделируют заново. В этом видео я покажу, как выполнить коррекцию на работу другого мастера. Нас ждет интересная форма стилет. У меня еще не было ее на канале. В последнее время она становится вновь популярной. Некоторые ногти донарастим, выполним хрустальный френч. Классный объемный дизайн. Вас ждет очень увлекательное видео, поэтому поставьте пальчик вверх, не забудьте подписаться на канал. Не будем затягивать, давайте приступать. Ко мне пришла модель, осматриваю ее руки, вижу все ногти разной длины и формы. Так было специально задумано изначально. Вижу, что некоторые ногти сломаны, модель их экстренно починила, приклеив суперклеем. Большой ноготь сильно уходит в сторону, будем это исправлять. Смотрю при виде сбоку, на мизинце сильная ступенька в зоне кутикулы. Говорит о излишнем объеме в данной области. Безымянный неровный по поверхности, а средний направлен немного вверх. Нам его придется убрать, чтобы нарастить острую форму, потому что иначе ноготь получится также взлетным. Указательный полностью снимем, а большой исправим направление роста. Докладываю материал с противоположной стороны. Для того, чтобы убрать приклеенный свободный край, использую книпсер. Придерживайте ноготь сверху, чтобы он не отлетел случайно вам в глаз. В разрез можно увидеть, что ногти были выполнены моделирующим прозрачным гелем, а сверху покрыты камуфляжным. Теперь снимаем основной материал до тонкой подложки. Выставляю максимальные обороты на аппарате. Используют твердосплавную насадку с зеленой насечкой. По своей природной структуре желтый всегда полупрозрачный, и для плотности он был нанесен на белый цвет. При этом был нанесен в толстый слой. Вижу, что некоторые участки не просохли, у меня сбивается фреза, поэтому мне нужно ее прочищать и приступать к работе дальше. И после того, как насадка станет чистая, продолжать работу. В противном случае она будет нагревать поверхность, и клиенту будет неприятно. На безымянном сразу сужаю боковые стенки аппаратом, для того, чтобы мне потом это не опиливать пилкой. На тех ногтях, которые мы будем наращивать, снимаю практически полностью материал. Оставляю тонкий слой, который потом спилю пилкой. Апельсиновой палочкой аккуратно приподнимаю кутикулу. Здесь у меня на мизинце палочка стопорится, вижу пропил от предыдущего маникюра, поэтому важно заходить не под пропил, а над ним, аккуратно раскрывая кутикулу. На этом этапе придам форму, опилю натуральный ноготь, подготавливая его к моделированию. Важно полностью убрать свободный край, для того, чтобы форма правильно встала. На безымянном опиливаю форму на заужение, прикладывая пилку по диагонали. При виде сбоку на форме стилет нижняя параллель должна быть прямой от точки вроста. Сглаживаю переход пилкой от натурального ногтя к искусственному материалу, выпиливая отслойки. Форма стилет не может быть короткой, поэтому длину оставляем. Отслойка на безымянном все ползет и ползет ниже при опиливании. Важно ее полностью убрать. Такое может произойти, если были затеки или если при выкладке была ступенька в зоне кутикулы. Провожу визуально центральную линию через кутикулу и свободный край. Видим, что ноготь уходит в сторону, поэтому сейчас в большей степени пилю справа, а слева буду докладывать материал. Изначально во время снятия оказалось, что ногти отлично проносились, без отслоек, но когда я снимаю до тонкой подложки, вижу, что отслойки продолжают идти и идти до середины натурального ногтя. Подозреваю, здесь причина или в некачественном материале, или в том, что объемный слой не просох в лампе. Подготавливаем кутикулу к моделированию. Маникюр вы можете сделать как до, так и после опила. Сейчас я просто ее приподниму при помощи фрезы пламя с красной насечкой диаметром 0,23. А срез кутикулы буду выполнять уже после опила. В положении форвард прорабатываю левую сторону кутикулы и боковые пазухи. Когда закончила с левыми сторонами, переключаю направление вращения, реверс. Обрабатываю правые стороны и пазухи. Тщательно убираю пыль, обезжириваю ногтевую пластину, наношу праймер
только на натуральный ноготь. Там, где есть искусственный материал, туда праймер наносить не нужно. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Наношу тонким слоем базовый гель, твердый материал для улучшения сцепки. Покрываю только отросшую часть натурального ногтя, немного заходя на искусственный материал. Отправляю в лампу на просушку на 1 минуту. Приступаем к постановке форм. Для стилета форма будет стоять немного вниз, поэтому срежу мешающие боковые стороны. Вырезаю насечки от точек вроста. Проверяю шаблон. Когда вижу, что все идеально подходит, могу снимать его с подложки. Тут важно очень симметрично склеить форму, ушко к ушку, чтобы не было перекоса. И теперь могу подставлять форму к ногтю. Приклеиваем задние ушки, соединяем их под пальцем и хорошо обжимаем. Делаю сильное заужение в острую иголочку. Отворачиваю от себя, чтобы посмотреть на симметричность. Визуально представляю прямую линию от точки вроста до нужной мне длины. Так я могу определить, под правильным ли углом поставлена форма. Обязательно делаю насечки для того, чтобы форма хорошо обжалась под пальцем. Сразу установила 2 формы и выкладываю подложку. Из прозрачного материала буду использовать гель высокой вязкости. Промазываю ногтевую пластину, набираю нужное количество для подложки, ставлю каплю и сначала вытягиваю длину, раскладываю по бокам. От точки вроста должна идти прямая линия. Тут же для ускорения процесса наношу подложку и на второй ноготь. Сравниваю длину, чтобы не выкладывать лишнего, потом не пилить. Или наоборот, чтобы ноготь не получился коротким. Перед постановкой в лампу опять поджимаю формы и отправляю на просушку в лампу на 30 секунд. Снимаю формы именно сейчас, для того, чтобы они не расклеивались и не разжали мою подложку. Апельсиновой палочкой поддеваю подложку, отделяю ее от формы, сжимаю и опускаю вниз. У нас теперь есть подложки на всех ногтях, нам нужно сделать архитектуру. Для этого я также буду использовать прозрачный гель. Полностью промазываю ноготь. Особое внимание уделяю по периметру натуральной ногтевой пластины. Часто в этих местах бывают отслойки из-за того, что мастера полностью не прокрашивают. Набираю объемную каплю, ставлю ее на стрессовую зону, протягиваю немного вниз, раскладываю материал у кутикулы. Кисть располагаю под углом 45 градусов. Ошибка предыдущего моделирования была в том, что отправляли большую каплю к кутикуле, а нужно отправлять лишь небольшое количество материала. Тогда при отрастании не будет ступеньки, будет плавный переход и меньше вероятность появления отслоек. Очень комфортно работать высокой вязкостью материала, потому что он никуда не течет. Хватаю материал только за верхнюю его часть, раскладываю совсем немного на бока. Ноготь длинный, а соответственно наивысшая точка апекс будет располагаться в верхней трети. Отправляем на просушку на 1-2 минуты в зависимости от вашего геля. Если клиент чувствует тепло, жжение, то необходимо убрать руку из лампы, подождать пока пройдет и снова обратно поставить. Продолжаю выкладку на оставшихся ногтях. Стараюсь сильно не проникать в гель, чтобы не образовывались пузыри. Работаю как по воздуху. Техника разравнивания напоминает выравнивание базой в гель-лаке. Стараюсь лопнуть пузырики или их убрать. На большом ногте работаю в 2 этапа. Первым кладу материал с левой стороны ногтя для того, чтобы его выровнять. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Вторым этапом моделирую архитектуру.
Закончили с выкладкой, приступаем к опилу. Боковые стенки опиливаю на заужение. Пилка становится ровная и всей своей плоскостью прилегает к боковой стенке. После этого кладу руку на бок, опиливаю нижние параллели, они должны идти прямо от точки вроста. Прохожусь в зоне кутикулы легкими движениями, чтобы не перепилить материал. Собираю поверхность длинными движениями. Слежу за тем, чтобы кончик был не массивным, острым, тонким. Постоянно отворачиваю руку от себя, чтобы проверить симметричность. Это очень важно в форме стилет. Буквально отклонение на 1 градус будет заметным. При опиле большого вижу, что не хватает остроты кончика, поэтому добавлю ее при помощи геля, вытягивая по воздуху. Просушиваем и продолжаем опил. С внутренней стороны получилась некрасивая ступенька, перепад материала. Ее нужно выпилить твердосплавной насадкой. Прохожусь бафом по поверхности, сначала жесткой, затем мягкой стороной. Возвращаемся к этапу маникюра, срезаем кутикулу ножницами. Убираю мелкие заусенцы с силиконовым шлифовщиком. Обезжириваем ногтевую пластину и приступаем к выполнению дизайна. Для этого нам понадобится плотный белый гель-лак. Белым будем выполнять ложе. Сразу прокрашиваю, отступаю от кутикулы, потом прокрашу тонкой кистью. И теперь ребром кисти из флакона на черновую рисую удлинение. Сделали набросок и теперь тонкой кистью подравниваю границы. Белый будем наносить в 2 слоя для плотности. Тонкой кистью прохожу под кутикулой. Снимаем липкий слой с белого цвета и на остывший материал после обезжиривателя втираем втирку. Поскольку втирка у нас не на натуральных ногтях, то мы можем перекрывать сразу матовым топом. Покрываю только ложе там, где есть втирка. Для разравнивания материала можно перевернуть руку на 10 секунд. Свободный край и под ним промазываю глянцевым топом. Отправляю на просушку с обеих сторон. Для объемного дизайна буду использовать все тот же гель густой консистенции. Мой матовый имеет липкий слой, стираю его. И самое интересное, переходим к созданию волшебства. Данный маникюр мне напоминает сосульки и морозное окошко, на котором появился иней. Тонкой кистью набираю гель. Они должны быть с определенной высотой для того, чтобы дизайн смотрелся объемно. Если у вас нет такого густого геля, можно просушивать, чтобы материал не растекался. Первый ярус геля не сильно объемный. Объем создаем вторым, третьим ярусом. На втором ярусе проходим выборочно по некоторым элементам, уже не полностью их повторяя, а делая как бы конструкцию выше. Интересно смотрится, когда одни элементы ниже, другие выше. Под глянцем геля наша втирка переливается всеми цветами радуги. Оцените наш результат. Вживую эти ногти выглядят просто фантастически. Они острые, переливаются различными цветами, красивый барельефный дизайн. В общем, я прям кайфанула, когда моделировала эти ногти. Если вам понравилось, пишите об этом в комментариях. Желаю всем успеха в работе. Пока-пока!